Старуха кричит каждую ночь, яростно и громко. Пальцы у нее сухие и корявые, как будто ветки. Находят в темноте сорочку Альки, комкают ткань, главное вырваться. Потом начинается еженочный ритуал: принести ночной горшок, помочь спуститься с нагромождения подушек, потом подать стакан воды с щепоткой сон травы. Старуха ругается, вертит своим единственным глазом, хрипит и поторапливает. Снова сбирается на свое ложе и засыпает. Алька тоже забывается тревожным сном. Главное не пропустить рассвет. Дел много с самого утра. За ночь старухины волосы отрастают и большая часть упадает. Нужно их убрать, а то будет потом беда. Расползутся по дому, забьются во все углы и сплетутся там в комки. Алька сжигает их во дворе. Паленые волосы воняют чем-то тухлым, шевелятся и трещат. Дождаться, пока проснется, затем нужно подать платье. Старуха втискивает в него свое раздутое тело, прячет под кружевами вторую пасть. Платье предпочитает розовые или голубые, а на голову Алька повязывает ей огромный бант. Дальше завтрак, который готовит паучиха. Подать, накрыть, убрать. Самой стянуть что-нибудь из объедков. Старуха не против, но нельзя брать еду при ней. Потом прогулка. Возможно, в церковь. Гнили. Или в парк. Обед, после которого старая обычно спит. Вечернее купание и расчесывание волос, ужин, ночная сказка. Старуха любит Алькины сказки. Там ведьмы едят детей и выходят замуж за принцев. Почти как на самом деле. Потом гасят фонари и свечи. И снова ждать, пока старуха закричит в темноте. А работа хорошая. Другие дети Альке завидуют. Старуха почти никогда не бьет ее. Кричит много, но то разве проблема? Вот только выполнять обязанности нужно четко и вовремя. Лентяев старуха не терпит. До Альки у нее служил паренек. Так говорят, она ему отгрызла пальцы, прежде чем отправить к худым. Глядя на ее желтые кривые зубы, в это просто поверить. Ночью Алька иногда вспоминает маму и тихо плачет. Но тут ведь правило одно: работай. Служишь чудовищем, помнишь, кто ты и откуда. Попадешь к худым, забудешь все, что помнил о доме. Начнешь меняться, потому сопли подбери и молчи. Правил в Темнограде много. И не все понятные. На улице дети могут разговаривать только шепотом. И только если к ним обратиться чудовище или худой. Нельзя называть никому своего настоящего имени. Нельзя смотреть в глаза худым. Если побежал, умрешь. Если среди ночи услышишь пение, то заткни уши. Очередное утро, плохое утро. Старуха заболела, вся покрылась зеленовато-синей жижей. Запачкала простыни и заскулила. Как только открыла глаз, слизь стекает по ее щекам. Капает с подбородка, густая и пахнущая протухшим мясом. Да ведро же принеси живее, видишь, уже на пол натекло. Бегу, матушка. Да скажи паучихе, чтобы отвар мне приготовила. Да только не сейчас, дурья башка, ведро сначала, ох, беда, беда. Только и успевай теплую воду носить, у Альки уже и руки, и ноги болят. А слизь опять проступает на складках дряблой кожи. Потом еще паучиха прибегает со своей целебной мазью. Целый котелок. Густую дрянь надо хорошо втирать, а она щиплет руки. Беда, беда, ужин же сегодня, а я хворая, причитает старуха. Сюда, слушай, будешь мне на ужине прислуживать. Но, госпожа, ничего, принеси мне мои вязальные спицы. Алька послушно выполняет приказ. Теперь на колени. Девочка дрожит, потому как холодные иглы касаются ее ушей. Сейчас раз и все, и будешь глухой, а значит сможешь на ужине меня обслуживать.
Не зареветь бы, иначе не только уши проткнет. Да, госпожа. Старуха откладывает спицы. Нет, это от тебя потом вообще никакого проку не будет. Скажу гостям, что ты глухая. Только не подведи меня, девочка, а сейчас подай платье, а потом на кухне паучихе помогать. Алька кивает. Вот только руки предательски трясутся, когда она завязывает старухе бант. Порядок в доме такой. Иногда приходят гости. Господин Долгоног, черная молчунья, сестры без лиц и шипящий. Слуг оставляют в особой комнате, а сами ужинают пару часов. Тогда-то Алька и встречает тех, кого можно было назвать друзьями, и узнает последние новости. Господину Долгоногу прислуживает воробей. Бойкий мальчишка со шрамом на щеке, черной молчуньи тетеха, полная девочка, которой хозяйка отрезала язык. Сестрам без лиц близнецы, а шипящему рыжие. Никогда дети не присутствуют на ужине. Но это возможность поговорить. В прошлый раз воробей все уши прожужжал про грачей. Вроде бы есть дети, которые не служат чудовищам, но и от худых умудряются прятаться. Близнецы кивали головами, говорили, что чуть ли с грачами за ручку не здороваются. Алька только недоверчиво дула губы. Где это видано, чтобы дети по темноградью без присмотра бегали? А если, как воробей говорит, они в гнилом лесу обитают, то их, если не худые, то мокрицы либо прозрачные сожрут. Да мало ли погони в чащобе живет. Говорят, там даже чеморов двоедушников можно встретить. Настает время ужина. Гости съезжаются с дальних концов, по обыкновению отправляя детей в комнату, а сами поднимаются наверх. Вот только Алька помогает паучихе и ее детям накрывать на стол. Вареные крысы, вороны, целиком запеченные и обмазанные кошачьим жиром. Даже паучий сироп. Паучиха расстаралась на славу. Кто-то довольная потирает мохнатые лапки и почесывает брюшко. «Что-то ты, матушка, свою служанку не оставила», — хором поют сестры без лиц. «Захворала я, помощь нужна, но так глухая она». Долгоног щелкает своими длинными пальцами прямо у уха Альки и качает головой. Девочка чудом не вздрагивает. Паучихины дети, белесые и влажные, подают подносы, разливают подогретый трупный ром по чашкам. Алька стирает слизь с лица старухи, ее рук и ног и поглощают тряпку в мутной воде. Со слугами нынче аккуратнее надо быть. Долгоног снова смотрит на девочку, а потом стучит длинным пальцем по своей чашке. Я вот своему позволял много, вот он и осмелел, сбежал. Все, кроме молчуньи, сочувственно кудахтают, а та складывает пальцы в знак скорби. Молчунья для Альки, пожалуй, самое страшное, как смолистая капля, из которой высовываются руки и лица. «Опять эти грачи?» – спрашивает шипящий, мякая кончик языка в тарелку и выискивая там что-то повкуснее. Больше всего он напоминает ящерицу. Долгоног кривится. Он у них негласный лидер, похожий на пугало или причудливое насекомое. Никто их найти не может. Худые патрули усиливают. Поговаривают, что грачи напали на тифозную лакомку. Вот только я вам не говорил. Все опять бормочут, а черная молчунья отращивает себе второе лицо, искаженное печалью и страхом. Держать все в тайне надо, грачи знают про маски. Если остальные дети узнают, то я даже боюсь представить, Долгоног хмурит брови. Маски, рука Альки дрожит, а старуха косится желтым глазом. И сразу понятно, что жить Альке осталось до ухода гостей. И никакое старение не поможет, старуха ее даже к худым отправлять не станет, сожрет и все. И щемит так больно-больно. Старое имя, кот на подоконнике, шум за окном и тиканье часов. А еще приходят воспоминания. Мама прячет лицо в ладонях, потом убирает руки. «Ку-ку!
и Алька заливается счастливым смехом. Гости вылавливают запеченных мышей из огромной тыквы, причмокивают, складывая на тарелке хвостики. Бежать? Ну как? Куда? Алька смотрит на свои ладони, а потом закрывает ими лицо, немного раздвинув указательные пальцы, чтобы было удобно смотреть. «А где твоя служанка?» – шипящая оглядывается. «Только же здесь была». Старуха вскакивает на ноги, переворачивая ведро, вторая пасть с ревом разрывает платье. «Не дайте ей уйти!» – кричит. Прижимая руки к лицу, Алька бежит к дверям. Чудовище смотрит куда угодно, но только не на нее. «Дверь перекройте! Скорее, скорее!» Она не глухая вовсе. К счастью, девочка успевает выскользнуть в коридор, прежде чем черные молчуни застывают в дверном проеме. Бежать, прижимая руки к лицу, очень неудобно. Но убирать их Алька не хочет. Это ее маска, вот о чем говорили монстры. Скорее, скорее, на миг она застывает в нерешительности, думая вернуться за остальными. Но в коридорах уже шум и толчья. Девочка бросается на улицу. Мокрая трава хлещет по ногам. Безликие каменные стражи поворачивают головы, когда Алька пробегает мимо. За воротами город чудовищ. Каменные мостовые, высокие дома, кое-где клетки с уродцами. Один из них тянет корявые пальцы сквозь прутья вслед Альке. Остальные уже не замечают ту, что закрылась маской. Ноги сами несут к гнилому лесу. Пусть уж лучше прозрачные или мокрицы сожрут, чем попасть к чудовищам. Туда вниз к озеру, через мост и по тропинке. Над холмом зависли две гигантские косматые головы. Вращают глазами, перекрикиваются между собой на непонятном гортанном наречии. Наблюдающих принято побаиваться, хотя никто из них ни разу не вступал в контакт хоть с кем-нибудь, кроме своих. Зато Алька узнает, что маска от них не помогает. Оба наблюдающих провожают бегущим взглядом. Вот и гнилой лес. Кривые деревья, покрытые зеленым мхом, качают листьями. Ботинки тут же промокают, под ногами чавкает грязь. Лучше не приглядываться к ней, иначе увидишь тысячи мелких червячков и насекомых. Алька задыхается, находит холмик, вскарабкивается на него и только теперь дает волю чувствам, отнимая руки от лица. Слезы бегут по чумазым щекам, ее трясет от пережитого. Через час она уже снова в пути. Хлюпает по грязи, продвигаясь вперед, лишь бы подальше от темноградия. Но теперь на девочке маска, сделанная из кусков собственной юбки. Одни глаза поблескивают, а в руках кривая палка. Плохое оружие, но лучше, чем ничего. Девочка все чаще замечает птиц. То ворон усядется на сук и смотрит внимательно, то синичка, печушка, вьется над головою. И Алька особо не удивляется, когда из чащи навстречу уходит ее встречать. Странная процессия. Их 5. Во главе пузатый паренек в маске с большим клювом. В его руке длинный шест с гори фонарем. Остальные держатся за его спиной. Все в масках из кожи, дерева и еще неизвестно чего. «Как зовут тебя, беглянка?» Главный старается говорить грозно. Алька, девочка, озирается по сторонам. «Что ищешь тут? Пристанище, ночлега?» Она слегка дергает плечами. «Сами не догадываетесь. Как про маску узнала. Случайно услышала разговор чудовищ. Повезло. Дети перешептываются. Сними ее, чтобы мы видели, что ты не чудовище и не уродец». Алька послушно разматывает тряпки. Пузатый снимает свою маску, показывая хмурое и конопатое лицо. «Добро пожаловать к грачам», — говорит он торжественно, а потом напяливает маску, и в голосе его уже нет ничего необычного. «Ты принесла что-нибудь из темноградия?» Алька качает головой. «Только одежда, которая на мне. Я бежала в спешке, там остались друзья». «Жаль. Ладно, пошли. Это похоже. Про тебя Воробей говорил». «Воробей? А что говорил-то?» «Что ты упрямая, и тут его доставать будешь». Алька только сердито сопит, снова наматывая свои повязки. На смену лету приходит осень, но и она уже заканчивается. Мох на деревьях серый и свисает длинными космами. Все чаще дует холодный ветер, грачи обосновались в пещере. Худые сюда не захаживают, но все равно надо быть аккуратнее.
Потому у входа стоят клетки с ручными птицами. Пернатые хорошо врагов чувствуют. Зато возле темноградья худых теперь гораздо больше. Виной тому, конечно, стали сами грачи, совершившие несколько удачных вылазок. В одной Алька даже участвовала, несмотря на недовольный бубнёж воробья. И каково же было удивление девочки, когда в жалкой лачуге жила старуха. Та самая, что когда-то держала Альку, теперь ей прислуживал уродец. Какой позор! Наказали ее, видимо, за обман глухотой. Врачи загнали старуху в подпол и там закололи пиками. Алька лично воткнула острие в желтый глаз. Уродца повесили прямо во дворе. Запасы у ведьмы оказались скудными, но нашлись несколько выдолбленных шкур мокриц. Пригодятся зимой. Даже те чудовища, которые любят уединение, теперь перебирались за городские стены. Каждая вылазка в Темнограде становилась еще опаснее. Углый не вернулся. Топотун говорит, что голову Углова над северными воротами повесили. Перед этим вынув мозг и посадив внутрь светляка. Может, брешет. Топотун соврет, недорого возьмет, но Углова нет, это факт. А парень был толковый, за прошедшие месяцы их отряд пополнился еще 3: Сивой, Кашей и Костяника. Хорошие ребята. Воробей, правда, глупости про них говорит, всякое разное. Но даже если так, Альке особо дела нет. Воробей вообще много чего говорит, но Альке нравится. Особенно, когда лежит, уткнувшись носом в его плечо, а он что-то рассказывает и рассказывает. Прозрачные это не духи, как многие думают, а чудовища, которые неправильно вылупились из уродцев. А наблюдающие живут в большом летучем городе. И что за широким морем есть туманный город, жители которого не похожи ни на кого и передвигаются в повозках, запряженными прямоходящими птицами. Как это Алька не знает. Да и ко всем этим историям относится скорее как к сказкам. А вот воробей, кажется, в них верит. Он иногда кричит во сне, однажды ночью кричал: «Не надо, мамочка, не надо!» Страшно так, с надрывом. Алька тогда его растолкала, и он ничего вспомнить не смог. Говорил только, что будто душа испачкалась. Выдумщик, как душа испачкаться может, если она невесомая и прозрачная? По крайней мере, так Хумус говорит. Он у грачей вроде лидера. Через 3 дня после того сна состоялся у Альки с воробьем странный разговор. Мох на деревьях тогда начал скукоживаться, а с неба сыпалась мягкая снежная крупа. Очаг греет плохо, потом Алька плотнее прижимается к пареньку, пряча холодный нос у него на груди. «А что ты помнишь про маму?» – вдруг спрашивает воробей. Надо сказать, что даже у самых близких это не принято. Мама – это неприкосновенное, сокровенное только твое. Потому Алька даже замирает, но находит силы ответить. Она теплая, пахнет домом, когда улыбается. То у нее ямочки на щеках, она умеет петь и звать хорошие сны. А она может быть похожа на худого или на чудовище. Алька даже голову понимает. «Нет, что ты, она же мама». «Да, ты права», – почти шепотом отвечает воробей. «Ладно, пора спать. Завтра идти за ягодами с утра». Он замолкает, никаких историй, сказок, просто лежит и смотрит в потолок. Зима вступает в свои права окончательно и бесповоротно. Замела гнилой лес, укрыла холмы белым, на снегу особенно хорошо заметна кровь. 6 дней назад основной костяк грачей ушел к Темнограде добывать еду. Собирались напасть на сторожевой домик, застать худых, врасплох и прикончить. Но так и не вернулись. Каша вызвался пойти на поиски. Алька увязалась с ним. И знала, ведь чувствовала, что больше не вернется. И все равно пошла. Хумус еще жив, хотя он насажен с животом на длинные костяные пики. Зазубренные и кривые, они застряли в его внутренностях, как крючки. Худые то умеет привязать жизнь, если не прекратить страдания, то Хумус еще много часов будет умирать, мучительно и страшно. Каша держит в руках нож, тусклое лезвие дрожит. «Где остальные?» – спрашивает Алька, боясь услышать ответ. «Забрали всех, и воробья твоего, и Костянику, и Топтуна. Увели к врачному дому. Давай, Каша, не могу уже».
Тот хмурится, но твердой рукой режет горло. На снегу еще больше крови теперь, а хуму затихает. Вернуться нужно, голос Каши дрожит. Я не вернусь, Алька смотрит в сторону, все равно никого нет больше. И куда ты? К худым, или умру, или забуду все, всяко легче. Ты со мной? Каша молчит, смотрит на кровавый снег, Алька кутается в свой полушубок. Крепче сжимает в руках длинный нож, тишина. Только слышно, как вдалеке подвывают вызерги. Девушка отворачивается. Первый шаг самый трудный. Похрустывает наст под ногами. Она выдыхает, когда слышит сзади Кашу. Странное чувство, когда одновременно рада, что ни одной на смерть идти. А с другой стороны Кашу за собой тянет. Сам бы не решился. Хоть и любит свою растрепанную, по-настоящему любит, как и Алька с воробьем друг друга. Медленно идут на поляне, невест невыносимо тихо. Стоят долговязые фигуры, привязанные за волосы к кривым деревьям, укрытые снегом и неподвижные. Воробей рассказывал, что невесты принадлежали лесному царю. Но тот ушел из этих земель, а своих наложниц привязал к деревьям, чтобы не убежали. Летом они заодно и дорогу к мрачному дому охраняют, лакомясь мясом незадачливых путников, а сейчас замерзли и коченели. Одна не спит, следит тусклым глазами, даже чуть голову поворачивает вслед. Ткнуть бы ее ножом, суку бледную. Да только проснуться может совсем, и тогда не сдобровать. С поляны не выпустит. Тропа петляют, а потом как-то незаметно превращается в мощенную дорогу. По обеим сторонам от нее столбы с гори фонарями. Тишина здесь густая, а в морозном воздухе чувствуется запах пепла. Обитель худых, высокий дом, черный как сажа. Каменные стены